Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли себе что взять печеньки, готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой смотреть Аватар, Легенда об Аанге, и это 13-я, да, серия? 13-я серия, соответственно. Что можно сказать? Давно не смотрели, как будто бы, да? Или потому что мы Чернобыль очень много смотрим, и поэтому кажется, что все остальное смотрится не так часто. Наверное, так и есть. Наверное, да. Присоединился к нам Зука. Давайте посмотрим, что же он из себя представит, кого же он обучит, что же он сделает и Кого обучит? будет ли он вести себя все-таки добросовестно и хорошо, а не как какая-то последняя. Будет. Вода. Земля. Огонь. Воздух. Когда-то давно 4 народа жили в мире. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Только Аватар, властелин всех 4 стихий, мог остановить захватчиков. Но когда мир нуждался в Аватаре больше всего, он исчез. Прошло 100 лет, и мы с братом нашли нового Аватара в магии воздуха по имени Аанг. И хотя его искусство покорения воздуха было велико, ему предстояло еще многому научиться. Но я верила, что Аанг спасет мир. Аватар. Легенда об Аанге. Авторы идеи Майкл Данте де Мартина и Брайан Канинска. Впредь. Книга 3. Огонь. Глава 13. Властелины огненной магии. Кстати, властелины, смотри, несколько. Знаю, ты нервничаешь. Но... Да, Азука и Аватар. Да какой Аватар властелин? Он еще так. То есть Азука, да. Да? Ну, я имею в виду, ну, в моем понимании властелин огня это любой, кто умеет хотя бы пользоваться огнем, а аватар-то не умеет. Соответственно, То аватар... есть, то, что ты спичку дома зажигаешь, Вот. ты что, властелин огня? Ну вот аватар пока что, наверное, на уровне как раз-таки спички, а Зука уже нормальный такой огнемет, поэтому... Ну подожди, ну... у Аватара был учитель огня. Он уже точно Просто не на я уровне думаю, спички. может быть, Зук возьмет сейчас и позовет каких-нибудь своих друзей, чтобы они вместе обучали аватара. Да, Азулу. Да ненормальных друзей кого-нибудь. Запомни, хоть магия огня и очень сильная, ее не стоит бояться. Ладно, ее не стоит бояться. Но если ты не уважаешь ее, она прожует и проглотит тебя, как злющий орангутанг. Магия огня такая типа, уважаешь нет меня? Уважаешь нет? Уважать не будешь, я тебе не дамся. Теперь покажи, что ты умеешь. Сделай огня столько, сколько сможешь. Ну-ка. Хорош, нормально. Вот, а ты говоришь мастер. Какая спичка? Даже спичка это залад спички, которая осталась. Спичка сгорела, вот пепел от нее остался. Да все у него получится. Мне бы сначала нужно послушать лекции. Может, ты мне покажешь? Хорошая идея. Только тебе лучше отойти на пару шагов назад. Выпендривается, говорит, отойди, я, говорит, настолько сильный. Что это было? А вы точно Это была учитель? худшая магия за всю мою жизнь. А по-моему, было мило. Это У него агрессии не стало и не стало огня. он просто смущается сейчас. Он такой, ой, я буду кого-то учить, я такой знаю. И Ничего, целого... кого-то, Аватара. Ну да, целого аватара буду учить. Он, понимаешь, магия огня это что? Это ты должен отдаться чувствам, ты должен дышать хорошо. Так. И вот у тебя огонь идет. А он так, у него дыхание спирает, потому что он такой, блин, аватар, сам аватар на меня смотрится. Нет, я думаю, это из-за того, что он добрый. Плюс ко всему этому, это тот самый, за кем я 3 года гонялся и не спал, и не ел нормально. Да как и вот, видишь, у него дисбаланс эмоций, поэтому у него не получается. Почему это происходит? Может, это из-за высоты? Да, может быть. Ладно, не расстраивайся. Просто по твоей логике, например, Айра тоже добрый, но он же хорошо огнем управляет. Нет, в том плане, что для Зука он, скорее всего, это не факт. Он, наверное, типа в агрессии всегда был. Типа агрессивно владел огнем, кидался там, все такое. А сейчас он такой мягкий стал. И у него, соответственно, магия тоже такая. Ну ладно. Просто дыши и... Зука, расслабься. Вот Что это этот был такое? очень сильный.
Не подбадривай меня. Ты знаешь, как это должно быть. Прости, горячий человек. И перестань так меня звать. Привет, козлы! Можно я посмотрю на козлов и козлячью магию? Убирайся отсюда. Ладно, полегче, мне просто заняться нечем. Козлячья магия. Прикольно. Пришел, оскорбил, ушел. Послушайте, ребята, у меня есть плохие новости. Я потерял кое-что. Не смотри на меня, я ничего не трогала. Я говорю про свои способности. Их нет. Прости, это действительно смешно. Да, мы бы многого избежали, если бы ты потерял свои способности. Это опять сейчас, скажешь, твоя уловка? Ты что-то придумал? Сейчас мы пойдем искать твою магию, и на нас нападут из засады твои подчиненные? Посмотри на ее саркастичный взгляд, она явно рада этому. Год назад. Ну, я не потерял их. Я просто ослабел почему-то. Может быть, ты просто не так хорош, как думаешь? Ух ты! Апа. Это из-за того, что я изменился. Ну, это вряд ли. Ну, не знаю. По-моему, возможно. Может, твоя магия подпитывалась гневом? Ты что, у него в голове? Гений! А теперь у тебя его недостаточно для огненной магии. Итак, так все, что нужно, это разозлить Зука. Это несложно. Он получается как... Как же это приятно. Он, получается, как Смогом из Шэдвус управлял, да, типа? Сильное место. Да. Ладно, отвали уже. Слушай, даже если ты прав, я не хочу больше на гнев и злость рассчитывать. Должен быть другой способ. Вам нужно узнать об огненной магии еще от кого-нибудь. Я полагаю, из подлинного источника. Во, видишь? И как же Мастерок им будет это искать. сделать? Взять и прыгнуть в лаву вулкана? Нет. Зука нужно вернуть туда, где давно зародилась огненная магия. То есть прыгнуть в лаву вулкана. Я не знаю. Магия Земли зародилась в барсучьих норах. Однажды, когда я была маленькой, я сбежала и спряталась в пещере. Там я их и встретила. Очень крутой момент. Милашка. Они были слепые, как и я, и мы сразу поняли друг друга. Я обучилась магии Земли не просто как какому-то искусству, а как выражению своих ощущений. Для них, прирожденных магов Земли, это было не просто как средство сражения. Это их способ взаимодействия с миром. Это замечательно, Тоф. Я учился у монахов. Блин, классно, да, показали этот момент на самом Когда деле? она ползла вот так, как Да. сука, круто. Так, вот так сделаем. Да, вот интересно, как она могла оказаться в этих барсучьих норах, когда, ну, типа, в детстве, прикинь? Так она же сказала, что убежала. Ну, явно она там где-то гуляла, наткнулась. Ну, все равно, нашла. она же слепая, типа, как ее отпустили, она постоянно должна быть, за ней кто-то следить, она так потерялась. Ну, Так все, наверное, знали, что она чувствует землю. Нет, она на Нет? тот момент не чувствовала. Вот ее, типа, только барсуки научили, по идее. Причем тоже, вроде и те слепые, и эта слепая, и они как бы нашли общий язык. Но чем они общались? С языком? Барсучья нора была в ее, ну, у нее же там Саду? дворец. Да, в саду. Может быть, но просто как барсуки ей, типа, рассказывали там, например. Делай так, делай так. Но первыми магами воздуха были летающие бизоны. Извиняюсь. Скорее всего, это было так. Интуитивно? Да. Я не думаю, что они прям сидели и учили. Нет, это да, она просто чему-то научилась у них, типа, повадкам. Просто вот смотри, они, например, лапкой махнули, камни полетели, а она же не видит, она как вот поймет, что они лапкой махнули и камни полетели. Тоже такой сложный момент. Может быть, ты мне как-нибудь дашь пару уроков? Ну, мне это не поможет. Огненная магия пришла к нам от драконов, но они вымерли. О чем это ты? У Року был дракон. И когда я был маленьким, было полно драконов. А сейчас их уже нету, понял? Понял. Прости меня. Но может есть и другой способ. Первые люди, которые обучались у драконов, были древние воины солнца. Воины солнца? Что ж, их я не видел, когда был маленьким. Конечно. Они вымерли 1000 лет назад.
Но их цивилизация располагалась недалеко отсюда. Может быть, мы научимся чему-нибудь на их руинах? Как мне говорили монахи, иногда тени прошлого могут повлиять на настоящие. И что? Вы зарядитесь энергией воинов солнца, постояв на том месте, где они стояли 1000 лет назад? Может быть. Кто знает. Или я найду способ возродить свою магию, или Аватар найдет нового учителя. Он такой, я не хочу. Да, за целый день общения с тобой привык. Мы уже 100 лет летим. Не знаю почему, но я думал, что эта штука летает побыстрее. Штука. Поправ, Зуко. Обычно мы... Так, Штука. надо его нет осудить за то, что он апу штукой назвал. Конечно, надо. Нам потом напишут осуждатели в комментариях. Как это? Ну, а с другой стороны, Да, как кого можно... осуждаешь? Его или Как можно... поддерживаешь, что он Штукой назвал. штукой назвал? А как можно по-другому летательный аппарат назвать, как не штука? Типа вертолет. А может быстрее лететь вот так вот? Ну, прикинь, там реально была бы какая-нибудь кнопка на API такая красная. Да, за хвост дергаешь. Турбо написано. Нажимаешь, а потом... С ребятами начинаем путешествие более оптимистично. Ну, какой ужас. Да расслабься ты, скоро привыкнешь. Блин, было бы Как прикольно. будто у него корабль быстрее плыл, блин, по его... по морям. Да нет, как раз таки он и говорит, что типа я на своем быстром корабле никогда не мог успевать за вами плыть. Поэтому он, наверное, думал, что она как бы и летит быстрее. А, полетит. Да, но с другой стороны, ты когда ты летишь, у тебя вот как бы ты летишь сверху, а земля снизу, то из-за того, что расстояние у вас высокое, большое, то ты не замечаешь, с какой скоростью ты летишь. Вот если бы он впритык летел к воде, то это было бы заметно 100 км в час. А когда летишь сверху, то эти 100 км в час превращаются в 1 типа метр в час, поэтому не ощущается. Вот. Ух ты! Это цивилизация майя какая-то? Инки? Несмотря на то, что эти здания древние, в них есть что-то до боли знакомое. Думаю, племена огня как-то связаны с этим местом. Ладно, мы узнали кое-что про архитектуру. Надеюсь, узнаем и про огненную магию. Прошлое может быть лучшим учителем. А как здесь ловушки до сих пор рабочие, если цивилизация вымерла 1000 лет назад, типа здесь никто все эти 1000 лет не был, мне кажется, здесь столько должно быть всех. Ну, ты что, Скуби-Ду не смотрел, что ли? Фред пришел и сделал. Фред пришел и сделал. Фред заняться нечем, он такой, блин, ну мне в моем мультике недостаточно ловушек, пойду еще в соседние Да? делать. Зуко, Шабашка. думаю, прошлое хочет убить меня. Не могу в это поверить. Этой хитрой ловушки много веков, и она еще работает. Я сам в шоке, По-моему, их Зука. здесь гораздо больше. Может, нам лучше не быть здесь? Он А как где же этот... оптимизм? Принц Перси играл когда-нибудь? А чё, там же вон выступ есть. Ну, это типа медленно по выступу идти, как лох, лучше показать эпично, как умеешь бегать по стенам. Типа Человек-паук местный. Принц Перси играл когда-нибудь? Нет, Реально? да. Ну, короче, Зука похож на Принц Перси. Вот с этими кинжалами за спиной, по стене, как вот он бегает. Вот этот вот стиль такой. у Про него. который ты говорил? Кроме того, люди не ставят ловушек, если им не нужно охранять что-то важное. Да, 1000 лет тут важно, это сохранилось, Смотри, конечно. что-то интересное. Хотя я не уверен, что здесь мы узнаем о происхождении огненной магии. По-моему, они выглядят злыми. Я думал, что драконы дружили с воинами солнца. Они смешно это показывали. Зуко, с драконами что-то произошло за последние 100 лет. И ты мне не рассказываешь. Это произошло с моим прадедом Созином. Он завел традицию охоты на драконов для забавы. Они были истинными магами огня. И если ты мог сразиться с ними, то твоя магия огня становилась легендарной, и ты мог получить почитаемый титул «Дракон». Последний Легендарная дракон битва. был побежден еще до моего рождения моим дядей. Но я думал, что твой дядя был, ну не знаю, хорошим. У него было запутанное прошлое. Как у Семейная меня. традиция, думаю. Давай пойдем дальше. Подожди, это он про кого? Про Айр, что ли? Да.
Айру убил дракона? Да. Его магия легендарна? Ты, Обалдеть. ты вот эти арты не видела, что ли, которые показ, когда было затмение, и как он выбрался из тюрьмы, такая голыми руками-то вот Ну, это разорвало да железо. ладно, а вот, ну, это интересный факт, нифига себе персонажа. Очень круто. Интересно, а Азай убил дракона, нет? Или он на троне сидит опять вот Нет, потому конечно, что не убил, потому что никого брата там- подсидел? Конечно. Брата подсидел, сидит на троне. Вот брат убил дракона, брат должен был сидеть на троне, но нет, потому что какой-то Азай его сместил. Сейчас хейтеры повылезают. Заперто! Так огнем надо, это огненные. Стой! Нет? Это же солнечный календарь, такой же, как у племен огня. Племен. Думаю, что камень солнца открывает дверь, но только когда солнечный свет попадает на него под нужным углом, в день солнцестояния. Обезьяньи перья! Солнцестояние! Мы не можем ждать так долго! Нет, не можем. Но, может быть, удастся ускорить время. Посмотрим, сможем ли мы перехитрить этот камень. Ты смотри, какой сука умный, еще и в геометрии шарит. Ничего не происходит. Давай. Знаешь, Гений Зука, Назука. мне плевать, что про тебя говорят другие. Ты очень умный. Такой довольный. Просто, понимаешь, за последние, сколько там, 16 лет его ни разу еще не хвалили. Расслабься. Это просто статуи. Написано, что это называется танцующий дракон. А, надо позу. Сука, иди сюда! Давай, потанцуй со мной! Блин, прикольно. Прикольно, что они знакомы, ну ладно, знакомы они давно, но плюс-минус дружились сутки назад где-то. И Аватар сразу такой, ну пойдем, как будто они уже, типа, знаешь, кореша, не разлей Да, я вода. так мило и не могу, очень круто. Что? Просто потанцуй! Потанцуй со мной. Ах, Какие они разные. Давай повторим все движения статуй. Ты не понял? Это не просто танец. Эта статуя обучает нас. Я думаю, что это какая-то форма огненной магии воинов солнца. надеюсь, это научит нас огненной магии. Если вы, вот опять-таки, я не знаю, я очень сильно скептически к этому отношусь сейчас, к тому, что этот народ существовал 1000 лет назад, и, я не знаю, расхитители гробниц, какие-то местные зеваки, кто-нибудь, хотевший великую магию обуздать и всякое, сюда приходили, и нажимные плиты никто не замечал, типа, и такие... Блин, ну, наверное, не надо повторять точно такие движения. Мы такой этот секрет открывать не будем. Но это так странно на самом деле. То есть как-нибудь посильнее бы запрятали, наверное. Ура! Стой. А что именно это такое? Ну, Яйцо. это какой-то мистический камень. Не трогай его! Почему нет? Помнишь там эту ловушку с шипами? Просто я не доверяю этим огромным блестящим камням на пьедестале. Яйцо Похоже, Чингисхана. Что он живой. Дракон? Нет, ловушка. О, нет, это тоже ловушка! А, Капец, не могу намертво двигаться. летит. Кажется, это какой-то клей. Момент. Ну. Блин, вот сюда. Тут, короче, шмальнуло, Зука прилипает к этой решетке, и вот здесь логотип клей момента вылезает. Я считаю, отличная реклама. Кстати, недавно видел интересную рекламу. Ну как реклама? Это реальный случай произошел. Машина взорвалась, загорелась, короче. Все в машине сгорело. А термос остался, типа, невредим, и внутри термоса даже жидкость, типа, не пострадала, и она осталась такой же, типа, температуры, как была. Ничего себе, это что за термос такой, что за фирма? Ну, не знаю, и, короче, девушка опубликовала это видео, и в честь этого компания, которая вот этот термос изготавливала, она это увидела и подарила женщине вот этой новую машину за то, что она, типа, вот такую рекламу сделала, офигенный их термос, прикинь, совпадает, вообще? Ну, круто. Да, Реально вообще, офигенно. то есть, ну, прям вот прикольный момент.
Так и тут здесь можно клей-момент писать. Типа рекламы. Выбираться будем? Нет. Я прилип! Зука, сделай что-нибудь! Я? Да я тоже прилип. Остановилась. Хотя бы дышать можем. Может, если успокоимся, сможем выбраться отсюда. Типа, знаешь, 100 дней спустя показывают их, короче, уже такие, Помятые. помятые кости остались, уже не дышат. И, в принципе, конец мультсериала. Не дожили мы с вами до конца 3-го сезона, ребят. Все. Вот нужно было тебе трогать это яйцо. Как думаешь? Ну, я хоть что-нибудь сделал. Если бы не я, то мы бы дальше двора не пошли. Ага. Ну и кого ты зовешь? Здесь веками никто не живет. И что же нам делать, по-твоему? Думать о смысле жизни? Готовиться к смерти? Кто там внизу? О! Ты воин солнца, да, какой-то? А ты откуда? Ты же умер. Это призраки? Вы пытались украсть камень солнца. Вы будете строго наказаны. Мы не собирались красть камень солнца. Мы хотим найти древний секрет огненной магии. Да, верно. Они точно воры и пришли, чтобы украсть наши сокровища. Пожалуйста. Я обычно так сразу... Ничего, конечно, в обиду вам сказать не хочу, ребят, но вы бы свое сокровище как-нибудь получше спрятали. 2 человека просто повторили движение. Это вот то же самое, как, знаешь, какой-нибудь 4-значный пароль нужно ввести, и над ним прям висит этот код, который нужен. Типа 1, 2, 3, 4 висит, и ты 1, 2, 3, 4 вводишь, и он открывается. Вы украли, конечно. Ну, не знаю, лучше прячьте тогда. не представляюсь. Я Аватар. Выслушайте нас. Меня зовут Зуко. Я принц племени огня. Ну, то есть раньше был. Я знаю, сейчас мой народ превратил магию огня в месть и жестокость, но я хочу узнать верный путь. Истинный путь. Когда мы пришли сюда, я и подумать не мог, что цивилизация воинов солнца все еще жива. Ну, я, кстати, Я тоже очень удивляюсь. горжусь тем, что я с вами. Как вот они тоже, да? Если он говорит, считается, что они умерли 1000 лет назад, то как они 1000 лет живут и скрываются, их никто не видит. Как вообще жить так надо? Это как-то нереально как будто. Ну, может, приходили, они их прогоняли просто. Ну, вот именно, что прогоняли. Получается, что... Либо убивали. И никто типа не разбалтывал. Ну, это жестко. Это прям, ну, это какая конспирация должна быть за 1000 лет не спалиться. Прошу, обучите нас. Если вы хотите обучиться магии солнца, вы должны обучаться у мастеров Рен и Шо. Рен и Шо? Их что, двое? Когда вы представитесь им, они проэкзаменуют вас. Они увидят ваши сердца и ваши души, и твоих предков. Если они сочтут тебя достойным, они Зука обучат. такой, я не устроился на эту работу из-за своих родственников. Да, походу, жить мне осталось недолго. Ну, кстати, как это, в правоохранительные органы, когда устраиваешь, тебя же тоже там Да, дяди, да, да. тети, типа, здесь тоже. В банке, когда устраиваешься работать, тоже так. Нет, уничтожат на месте. Если вы хотите увидеть учителей, вы должны принести им вечный огонь. Этот огонь самый древний. Его человеку дали драконы. Мы поддерживаем этот огонь уже 1000 лет. Не могу поверить. А вот на основании чего горит этот огонь? Вот сейчас. Но это вечный огонь. Нет, ну да, ну вот здесь газ откуда-то идет, он горит, дрова подкидывают, он горит. Он же не может просто вот стоять на месте и из ниоткуда просто появляться. Если, или маги там такие за стеной стоят и такие, так, огонь должен идти. Каждый из вас возьмет огонь и отнесет учителям, чтобы выразить преданность тайному акту огненной магии. Мистер Солнце, шеф. Да, я вообще-то еще не маг огня. Может быть, мой друг понесет огонь за меня? Нет.
Фига ты придумал. Может, у тебя еще работать? Этот ритуал иллюстрирует смысл философии воинов Солнца. Вы должны нести постоянное тепло. Пламя исчезнет, если вы сделаете его слишком маленьким. Сделаете слишком большим, потеряете контроль. Простите, просто я нервничаю. Как будто маленькое сердечко. Огонь — это жизнь, а не только разрушение. Вы отнесете... Сразу вспоминается огонь. Такой он светлый, прям не могу. Огонек вспоминается, или уголек, как его там из этого. Ходячий замок. Да. Да, такой был там вот этот прикольный, в камине всегда сидел, тоже болтал. Пламя вон туда, в пещеру учителей, между вон теми скалами. Так, ты не уходи далеко, Зука, помогай Аватару, вместе идите. Поторопись! Не могу. Если пойду быстро, мое пламя исчезнет. Твое пламя исчезнет, потому что оно слишком маленькое. Ты слишком робкий. Поддай немного. А если я потеряю контроль? У тебя получится. Я точно знаю. Ты талантливый парень. Только не сильно давай. Поддавай. Такая радостная сидит. А как будто эту серию ждала 3 сезона. Нет, просто очень Этот здорово. суд учителей огненной магии может быть опасным для вас. Твои предки несут ответственность за исчезновение драконов. Учителя вряд ли будут рады видеть тебя. Лично я был бы не рад. Но когда они узнают, что я аватар, А ты разве забыл, что ты исчез и позволил племени огня захватить целый мир? Они чисто на чувство вины играют такие. Да, причем помощник этих мастеров солнца рассуждает в принципе как мы. Мы вот ругали Аватар за этого, и нас там тоже захейтили некоторые. Вот хейтите его, а что? Нас хейтят за все подряд, блин. За что не лень. За что не- Вот, и соответственно, вот, видите, тоже говорит, а что, сценаристы что, лохи что ли, а? Что, они Даже- плохой сценарий пишут, что они хотят, а кого обидеть? Вот они пишут, и молодцы. мы тоже. Один раз глаза вот так опустили. Все, мне Это вообще сразу прикол. в комментарии написали: это реакция, ты чё глаза опускаешь? А там просто, там был тайм-код, где я просто такая так сделаю. Еще, знаешь, типа моргаешь, когда они такие, зачем моргаете? Надо чисто этот зубочистки в глаза вставить. Чисто часовая реакция, прикинь, ни разу не моргаешь. А чтоб не моргать, надо эту капли в глаза закапывать, чтоб не сохли. Мы уже придумали одну реакцию, которая Когда-нибудь понравится всем. когда-нибудь надо ее сделать, да, не полениться. К Новому году подарок, идеальная реакция. Ты тоже несешь ответственность за исчезновение драконов. Понял, нет? А ты чё огонь отнял? А у них остался, кстати, огонь. Блин, прикольно, это фаер-шоу. мы можем развернуться. Мы и так узнали о магии огня очень много. Нет, мы пройдем путь до конца. Мы встретимся. Этого, в принципе, достаточно. Он Мне... такой: я одержу победу над Азаем. С этим. Типа, знаешь, он бы еще каким-нибудь защитный кол бы ее закрыл, чтобы она вообще никогда не потухла. Он такой, это мой максимум, я готов побеждать. Встретимся с учителями и узнаем, за что их так уважают тут. А что, если они осудят нас и нападут? Ну, я принц огня, а ты аватар. Думаю, мы сможем сразиться с ними, кем бы они ни были. Молодец. Он их поддерживает. Это, кстати, Позвать их! вот эти штуки, короче, как у Доктора Стрэнджа, вот эти вот кольца, которые он обрезал Ну, у них путешествием. только они внутри-то у него. А, у него вообще искрятся они что-то там. Музыка чая. За музыку респект. Эй! 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 Эй!
Прикинь, а там наверху же, это же прям наверху находится, плюс здесь скалы, скорее всего, там очень должен быть сильный поток ветра. Ветер подует, сейчас огонь затухнет, и они такие мастера. Ну вы без огня пришли, поэтому вы не прошли. Чисто обманка в конце. Те, кто хотят встретиться с учителями Рен и Шо, сейчас преподнесут им огонь. Вызов солнцу! Да, ритуал мощный, да? Мне кажется, там Что происходит? Ты огонь потерял! Зуко, огонь потух! И что ты от меня хочешь? Дай мне чуток своего. Нет, сделай себе свой. Не могу. Возьми у одного из воинов, быстро! Да перестань ты уже! А ты не жадничай. Сейчас у него потухнет. Но это фиаско, ребят. Я же говорю. Смотри, опять синий и красный дракон. Да, я так и Учителя? И мы с ними справимся. Я такого не говорил. Это они будут? О, сейчас начнется. Через минуту ужин для учителей. Тихо, Хамчау. Что? Тут каждый так думает. Оценивать родственников они будут? Ну да, наверное. Они же учителя. Зуко! Вот опять-таки меня это поражает. Меня эта серия поражает моментами. Говорят, драконы 100 лет назад. Вон какие, как их вот нельзя запалить? Неужели они... Это же образно все. Ну это же легенды. Ладно. Думаю, нам надо станцевать танец драконов. Что? Ты думаешь, что сейчас они хотят посмотреть наш танец? Ну, я думаю, они ждут от нас что-нибудь. Давай попробуем. Ладно. О, типа как дракон двигается, смотри. И вы в танцах! Время суда. Ой, как красиво! Вау. Я все понял. Что их не съедят? Вау, это было очень красиво. Ну ты облажался, не угадал, что их съедят. Этот Офигенно. огонь был прекрасен. Я увидел столько цветов, которых никогда не видел. Это гармония огненной магии. Да. Они судили вас и показали вам суть огненной магии. Не могу поверить, что еще остались драконы. Мой дядя Айра сразился с последним и убил его. Значит, он соврал. Вообще-то он не совсем соврал. Айра был последним, кто сражался с учителями. Они сочли его достойным и тоже передали ему секрет магии. Он соврал, чтобы защитить их. Чтобы никто другой не причинил им вреда. Всю жизнь я думал, что... О, боже мой. Это гениально. Айра даже в такой ситуации всем помогает. Ну что это за маленький милый пирожочек во всем мультфильме? Ну посмотри. Да, и маленький, который такой... Кач. Блин, ну это на самом деле такой серьезный момент. Ну прям трогательный. Опять за Айра ты просто такой думаешь, блин, ну какой же он крутой. Да какое-то тут все крутое. Как он вообще, так, блин, они нормально договорились. Интересно, а вот как это вот было? Мы с тобой знаем, что Айра, этот,
Но он был не очень как бы хорошим, а потом стал хорошим после всех происшествий с сыном, там вот это вот нам на протяжении всех сезонов это рассказывают. А вот с драконами он в какой все-таки момент сражался? Вот он когда был еще плохим и сражался, и все равно какая-то доброта в нем проснулась, и он решил их прикрыть? Или уже потом, когда он все-таки стал добрым, он такой, блин, ну я хочу им помочь, поэтому вот так поступлю. Вот тоже, да, интересный момент такой. Какой период его времени был этот битва с драконом? Слушай, а может быть, у него была такая же проблема, как у Зука, типа, он не мог найти себя, не мог понять, на какой он стороне, и поэтому он так усиленно давал Зуку советы по поводу того, что, типа, тебе нужно в самом себе разобраться, вот это все. У Айра все-таки немного другая история. Он Не, всю ну, жизнь я- был... Я понимаю, что у него, ну, у Айры не было такого отца наверняка, типа, как Азай. А Азулон, который бывший вот этот их батя, который злой ну сидел, да. говорит, убей Зука, иначе я тебя не прощу. Нормально? не? Да, ладно. Они все там не очень. Яблоко от яблонь там. Ну да. Вот, ну то есть у Айра, мне кажется, всегда был таким жестким, строгим. Ну, его же прозвали там каким-то великим генералом, то есть он прям такой был супер крутой, супер сильный, всегда побеждал в битвах, поэтому должен был быть будущим королем. Просто видишь, его момент с сыном сломал. То, что сын тоже сражался, сын умер, он такой, блин, зачем, за что я вообще дрался, чтобы без сына остаться своего типа. Поэтому вот он по-другому начал смотреть на мир, и этот момент его изменил, сделал добрее. Вот. А интересно, вот в моменте с драконом, когда его битва все-таки происходила. То огненная магия — это разрушение. Когда я обжег Катару, я стал бояться магии. Но теперь я знаю, что это такое. Это энергия и жизнь. Да, это как солнце, но внутри тебя. Ребята, вы это понимаете? Ну, раз уж мы из цивилизации воинов солнца, то да. Поэтому моя магия огня была такой слабой. Потому что столько лет я стремился схватить тебя. Это была моя цель. Перейдя к вам, я потерял источник внутреннего огня. Цель Но теперь потерял. у меня есть новая цель. Я должен помочь тебе победить моего отца и восстановить баланс в мире. О, пошли. А ты сможешь? И он может. Теперь, когда вы узнали все тайны и знаете о существовании нашего племени, у нас нет выбора, как заточить вас здесь навечно. Да шучу я. Ну серьезно, никому не говорите. Вот так они и сохраняют С тысячу лет техникой, которую секрета. драконы показали нам, мы с Зоку будем непобедимы. Да, классный танец вы разучили. Это не просто танец. Это вид огненной магии. То есть вы протанцуете все сражение с Лордом Огня? Это тайная форма магии, которой много тысяч лет. О, да? И как же она называется? Танцующий дракон. Такие эти, да, хейтеры. Да, я вообще булят его. Офигенная серия, ничего не сказать, очень крутая, как и все. А, Да Б. хорош. Все, Когда уже они перестанут его хейтить? Ну, слушай, когда Да они они не хейтят, да, они подстебывают. Да. Но момент-то такой то, что они, может, хотят задеть его, но задевают же и Анга, потому что он тоже танцует. Че вы, говорит, всю битву протанцуете? Ну, протанцуем, если это принесет победу, как бы. Вы деритесь, а мы в танцах. Они просто не видели, как это выглядело. Блин, а они же, наверное, тоже им рассказали про дракона. Прикинь, как они тоже удивились все, то, что драконы живы. Это же вообще, мне кажется, в этом мире это вообще офигенный факт. Все думают, что драконы мертвы, а ты своими глазами видел драконов, которых там уже сколько лет никто не видел. Это вообще классно. Вот. Блин, супер. Да, крутая Вообще серия, то есть прям... офигительная. Вот, как бы, да, сколько целый, наверное, сезон Анг учился магии воды у Катары. Где-то серии 3-4 он учился магии земли у Тов. И буквально за одну серию
Он научился магии огня у драконов. Вот, как бы, вот, кстати, ты спрашивала, кто будет учителем магии огня у Анга. Вот драконы в итоге вышешь. Никакой не Зука, ты была не права. Это были Да, я драконы права была. научили. Он в любом случае должен был быть его учителем. Это гениальная Но нет, мысль. он не угадал. Он что ему научил? Он пукалки вот этой Ну, в научил. смысле, я не скажу, что он научил, но он же типа такой, иначе я не буду твоим учителем. Ну, вот сам факт, что это есть, понимаешь? Да, да. Но мы все ближе к финалу, как бы все скоро уже увидим, разрешится, чем это вообще интересная история, эпопея. Вот. А пока что Шикарная спасибо серия. за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонс. Подписывайся на Бустер, а не доступ эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока, пока.